Аффирмации – это очень важный вопрос, потому что именно аффирмации работают с подсознанием и выстраивают многие вещи. Поэтому есть аффирмации, которые непосредственно работают на привлечение силы, на привлечение денег, то есть социальной жизни. Есть аффирмации, которые работают с духовными аспектами. Это важно. Это фактически как мантра. Мантра, она не всегда понятна людям, но человек, который читает мантры, он качество вибраций, которые создает эта мантра, он поглощает или постигает. И в какой-то степени в себе пробуждает эти качества. Аффирмации работают на смысловые, понятные какие-то события, да, смыслом понятные. И нам понятно то, что мы говорим, и мы знаем, к чему мы придем. В этом смысле это хорошо. Но для того, чтобы аффирмация работала, требуется многократное повторение и правильные фазы учитывать нужно. Ну, например, в пограничном состоянии между сном и бодрствованием или после сна, перед бодрствующим состоянием, их читать желательно, научиться входить в состояние, и в этом состоянии, в трансовом, там, скажем, в хорошем смысле, в этом состоянии читать эти аффирмации было бы хорошо. Их надо читать часто, как можно чаще, и проживать это не механически, но сознательно, тогда они будут работать. Аффирмации выстраивают подсознание в нужном направлении. Потому что очень много раз мы сталкиваемся с тем, что у нас в жизни что-то не получается, только потому что подсознание говорит одно, мы думаем себе другое. И именно подсознание выстраивает нашу жизнь. Поэтому аффирмация – это способ достучаться до подсознания и что-то изменить. Другое дело, что в нашем подсознании столько всего, что не напасешься этих аффирмаций. Но какие-то конкретные, допустим, там, пробуждающие волю, было бы неплохо. Например, говорить нужно в настоящем, случившемся. Это важно для подсознания. Без приставок «не» и так далее. Говорить только то, что вы хотите, чтобы было с вами, либо уже что-то случилось, как будто бы вы уже такой. В настоящем времени утверждаете: «Я волевой, я бесстрашный, я спокойный, я наслаждаюсь этим покоем». То есть это все существует. И вы можете посмотреть в литературе и в интернете в том же, опять же, да, есть уже готовые фразы, которые хорошо проработаны и, собственно говоря, на опыте многих людей отработаны, и как результат уже приняты. Есть, например, еще такой момент. Это тоже относится к аффирмациям, работа с подсознанием. Вообще я хотел сказать еще, что очень важно верить в то, что вы делаете. Если там вера отсутствует, то это долгий процесс. Через какое-то время эта вера произойдет. Ну, она возникнет. Но нам надо все-таки настраиваться на работу с аффирмациями именно через призму постоянного, многократного повторения с применением вот этого внутреннего именно аспекта веры. Мы должны верить в то, что мы делаем. Это очень важно. Тогда подсознание быстро сработает, поскольку для вас это очень важно. К примеру, если мы хотим достучаться до подсознания, то первое слово должно быть «вместе». Дальше вы говорите то, что вы хотите. А последнее слово, запечатывающее, вы должны сказать слово «сейчас». Это важный момент. Ну, например, если я, допустим, хочу избавиться от внутреннего диалога, очень многие люди жалуются на это, да, и они говорят, что очень много мыслей. Как с этим работать? Постоянно кто-то в голове что-то говорит, нет покоя внутреннего. Для этого подойдет слово «закрой». И нужно сказать следующее: «Вместе закрой сейчас». И это нужно говорить много раз. Есть целый перечень слов на эту тему, которые работают с подсознанием. Например, если человек хочет развить телепатию, он должен применять слово «между». Вместе, между, сейчас. Для ума непонятно, а что между, что такое вообще, как это. А в подсознании оно срабатывает. Если у человека, например, сердцебиение, страхи какие-то, и он устал, либо бегал, ему надо быстро отдышаться, слово «закрой» подойдет. Если вы хотите что-то получить что-то, ну, например, какую-то прибыль, то подойдет слово «обрести». Туда же подойдет, это же слово подойдет еще к обретению чего-то очень важного для вас.
Вместе обрести сейчас. То есть вы в настоящем. Вместе это с подсознанием работа. Подсознание это слово выхватывает, и, естественно, у вас настрой есть, вы знаете, для чего вы это говорите. Таких слов много. Это работает, но это требует какого-то времени. С этим тоже надо работать. Под лежачий камень вода не течет, говорят, поэтому если человек ничего не делает, то за него никто ничего не сделает. Единственные люди, которые ничего не делают, у них все получается, это те, кто просто кармически заслужили в этом воплощении. Но они тратят свои бонусы в этом воплощении, а в следующем они опять будут вынуждены что-либо делать. И бывает так, что еще хуже скатываются, потому что он здесь не развивался. Мы приходим сюда развиваться. Наша задача – пробудить в себе божественность и через эту божественность изменить мир. Потому что главная цель – это одухотворение материальной природы. Мы должны изменить свою жизнь, начиная с себя. Поэтому мы применяем аффирмации, мантры, мы работаем в духовном отношении. Если говорить о том применении, допустим, да, о котором вы спрашиваете, если мы касаемся аффирмаций, то я скажу, что когда вы практикуете присутствие Творца от пальцев ног до головы, это лучшая аффирмация во все времена и, как говорится, во всей Вселенной. Потому что здесь уже сам Творец с вами работает. Он вам дает ровно столько и то, что, в чем вы нуждаетесь на самом деле. Вы доверяетесь полностью. Полное доверие Творцу – это есть лучшая аффирмация. Ну или лучшая мантра, если хотите. Но тем не менее аффирмации работают, да. Есть на эту тему очень много высказываний, есть огромное количество мастеров, есть психологи, которые дают очень много слов, которые уже проверены, и их надо применять просто, они в доступе, в свободном. Но вместе и в конце сейчас это нужно обязательно запомнить. Допустим, если вы хотите, чтобы ваша спина была ровная, вы говорите вместе, произносите фамилию, всегда стройный. Сейчас. Все. И это работает с вами. Это ваше. Вы с этим работаете. Вы запускаете механизм, подсознание дает команду. Вы даете команду подсознанию, а подсознание дает команду вашему телу.